Урок 1. Планы на выходные. Привет, Анна. Я думала о выходных. Как насчет того, чтобы вместе спланировать что-то незабываемое? Звучит отлично, Джон. Я готов к этому. Что ты имеешь в виду? Как насчет того, чтобы исследовать новую пешеходную тропу? Это отличный способ насладиться природой и заняться спортом. Звучит интересно. Я никогда раньше не ходил в походы, но я готов попробовать. Не волнуйся, Анна. Я обязательно выберу простую трассу, подходящую для новичков. Спасибо, Джон. Я ценю твою внимательность. Мы также можем взять с собой обед для пикника и отведать его на саммите. Это будет хорошая награда после похода. Прекрасная идея. Я приготовлю для нас вкусные сэндвичи и закуски. Отлично. Я принесу одеяло и напитки. Это будет расслабляющий отдых на лоне природы. Я уже в восторге, Джон. Не могу дождаться выходных. Я тоже, Анна. Это будет фантастическое время, проведенное вместе. Урок 2. Варианты питания. Анна, в нескольких минутах ходьбы отсюда есть несколько фантастических ресторанов. В самом деле. Это удобно. Мне нравится посещать новые рестораны. Какой из них вы порекомендуете? Ну, есть итальянский ресторан под названием «Ля Третаурер». Здесь подают вкусную пасту и пиццу. Итальянская кухня звучит заманчиво. Я в настроении съесть пасту. Давайте попробуем. Отличный выбор, Анна. Я слышала, что у них особенно превосходная лазанья. Тогда на этом все уладится. Мы отправимся в Ля Третаурер и насладимся аппетитными итальянскими блюдами. Абсолютно. Уверен, что там мы насладимся восхитительным ужином. Не могу дождаться, когда смогу насладиться ароматами. Вечер будет незабываемым. Действительно, Анна. Хорошая еда и хорошая компания позволяют прекрасно провести время. Урок 3. Сроки партнерства. Кроме того, мы должны определить сроки этого партнерства. Ты прав, Джон. Важно иметь четкое представление о том, как долго мы будем работать вместе. Я предлагаю сначала установить партнерство сроком на 1 год. Таким образом, мы сможем оценить наш прогресс и принять решение о дальнейшем сотрудничестве. Звучит разумно, Джон. Это дает нам достаточно времени для достижения наших целей и оценки нашей совместимости. Именно так. И если дела пойдут хорошо, мы всегда можем продлить сотрудничество в будущем. Согласен. Очень важно проявлять гибкость и адаптируемость в наших профессиональных начинаниях. Я рада, что мы пришли к единому мнению, Анна. Это партнерство имеет большой потенциал для нас обоих. Я тоже так думаю, Джон. Давайте воспользуемся этой возможностью и будем стремиться к нашему общему успеху. Урок 4. Опытные тренеры. Нам следует рассмотреть возможность найма опытных тренеров в нашу команду. Это хороший выбор. Тогда они смогут направлять и наставлять наших сотрудников. Не могу не согласиться, Джон. Опытные тренеры могут поделиться ценной информацией и помочь нашей команде полностью раскрыть свой потенциал.
Они могут делиться своим опытом и отраслевыми знаниями, обеспечивая первоклассное обучение наших сотрудников. Абсолютно. Под их руководством наша команда будет готова справиться с любыми возникшими проблемами. Кроме того, опытные инструкторы могут способствовать профессиональному росту и развитию наших сотрудников. Это правда, Джон. Они могут вдохновлять и мотивировать членов нашей команды стремиться к совершенству. Это разумная инвестиция в нашу рабочую силу, Анна. С помощью квалифицированных инструкторов мы можем развивать культуру непрерывного обучения. Я верю, что это приведет к повышению производительности и общему успеху нашей организации. Урок 5. Время ожидания. Анна, они сказали, что вам потребуется до 48 часов, чтобы вернуть его обратно. Прошу прощения за доставленные неудобства. Все в порядке, Джон. Я понимаю, что на это нужно время. Мне просто нужно набраться терпения. Действительно, ждать может быть непросто, но, надеюсь, ожидание того стоит. Я тоже на это надеюсь, Джон. Вернуть ее мне лишь вопрос времени. Пока вы ждете, могу ли я вам чем-нибудь помочь или поддержать? Твое предложение очень много значит, Джон. Я ценю твою поддержку. Пока у меня все получится, но спасибо за вопрос. Добро пожаловать, Анна. Помните, что если вам что-то понадобится, не стесняйтесь обращаться к нам. Я так и сделаю, Джон. Спасибо за понимание. Я буду держать вас в курсе прогресса. Пожалуйста, сделай это, Анна. Я здесь для тебя и надеюсь, что ты вернешь ее раньше, чем ожидалось. Урок 6. Водопады. Я также мечтаю посетить Ниагарский водопад. Воскресенье кажется идеальным днем для поездки туда. Величественные водопады обязательно должны быть зрелищем. Это одно из чудес природы. Сама сила воды внушает трепет. Я слышала громовой звук водопада. Это должно быть невероятный опыт, воочию убедиться в этом. Согласен, красота водопада завораживает. Я могу представить себе туман, поднимающийся из каскадной воды. Это зрелище навсегда останется с вами. Надеюсь, когда-нибудь у нас будет возможность приехать. Определенно, это место, которое стоит посетить. Я обязательно запечатлю падение на камеру. Таким образом, мы сможем пережить воспоминания позже. Давайте Действительно, спланируем наше фотографии помогают приключение нам на ценить Ниагарском этот опыт. водопаде в ближайшее время. Урок 7. Сквозь объектив фотографа. Действительно, вдохновляет видеть красоту, запечатленную в объектив фотографа. Фотографии умеют рассказывать истории. Они могут перевозить нас в разное место и время. Умение фотографа запечатлеть моменты просто замечательно. Каждая фотография сама по себе является произведением искусства. Удивительно, как одно изображение может вызвать эмоции. Хорошо составленная фотография может произвести неизгладимое впечатление. Перспектива и композиция играют важную роль. Освещение и цвета также способствуют общему эффекту.
Фотографии могут заставить нас взглянуть на мир в новом свете. Они показывают нам обыденное с необычных ракурсов. Я ценю фотографов, которые внимательно следят за деталями. Их преданность делу и страсть пронизывают их работу. Нам следует уделить время тому, чтобы оценить искусство фотографии. Урок 8. Оспаривание статус-кво. Не боитесь бросить вызов статус-кво. Иногда для прогресса необходимы перемены. Чтобы подвергнуть сомнению установленные нормы, нужна смелость. Я верю в необходимость задавать вопросы и искать лучшие альтернативы. Как вы думаете, эти протесты, происходящие по всему миру, приведут ли они к переменам? Они, безусловно, повышают осведомленность и побуждают к диалогу. Важно решать вопросы, требующие внимания. Перемены часто начинаются с людей, которые осмеливаются высказаться. Никогда не следует недооценивать силу коллективных действий. Эти движения могут создать лучшее будущее. Приятно видеть, как люди отстаивают то, во что они верят. Движущей силой прогресса часто являются те, кто бросает вызов статус-кво. Будем надеяться, что эти протесты приведут к позитивным переменам. Урок 9. Поиск информации. Это надежное место, отлично подходящее для поиска информации. Да, я часто обращаюсь к нему в исследовательских целях. Имеющиеся обширные знания впечатляют. Это ценный ресурс для обучения и расширения нашего понимания. Я ценю удобство, когда информация всегда у нас под рукой. Доступ к различным точкам зрения также полезен. Это платформа, которая способствует обмену информацией и сотрудничеству. Я считаю, что это полезно для изучения новых тем и получения информации. Однако надежность информации имеет решающее значение. Это правда, проверка фактов необходима в цифровую эпоху. Мы должны быть проницательными потребителями информации. Согласен, критическое мышление необходимо для того, чтобы ориентироваться в огромном море знаний. Урок 10. Влияние искусства. Невероятно, как искусство может оказывать на нас такое влияние. Искусство способно вызывать эмоции и провоцировать мысли. Это позволяет нам смотреть на мир с разных точек зрения. Художественное самовыражение может бросить вызов нашим предвзятым представлениям. Это средство, с помощью которого можно передавать идеи. Искусство может стать катализатором социальных изменений и культурных изменений. Это стимулирует творчество и развивает воображение. Это вдохновляет нас и способствует самовыражению. Искусство способно преодолевать языковые и культурные барьеры. Она объединяет людей и устраняет пробелы между различными сообществами. Давайте ценим и поддержим художников и их вклад. Безусловно, искусство глубоко обогащает нашу жизнь. Урок 11 на одном рейсе. Мы летим одним рейсом. Отлично. Да, это приятный сюрприз. Вы зарегистрировали свой багаж.
Да, у меня есть. Вы сделали то же самое. Абсолютно. Всегда лучше заходить пораньше. Я согласен. Это экономит время в аэропорту. Кроме того, это гарантирует, что ваш багаж будет доставлен тем же рейсом, что и вы. Это правда. Приятно осознавать, что все в порядке. Определенно. У меня бывали случаи, когда мой багаж попадал в другой город. Это может быть довольно неудобно. Я рад, что нам не придется об этом беспокоиться. Я тоже. Теперь мы можем сосредоточиться на том, чтобы насладиться поездкой. Абсолютно. Мне не терпится исследовать наш пункт назначения. Это будет фантастическое путешествие. Не могу не согласиться. Давайте воспользуемся этим по максимуму. Определенно. Я с нетерпением жду этого. Урок 12. Разминка и растяжка. Урок Да, для 12. разминки они Разминка и предлагают растяжка. динамические растяжки и прокатку пенопласта. Это интересно. Я слышала о динамических растяжках, но что такое пенопластовая прокатка? Пенная прокатка — это техника самомассажа с использованием поролонового валика. Ах, понятно. И каковы преимущества пенопластовой прокатки? Пенная прокатка помогает снять мышечное напряжение и повысить гибкость. Звучит благотворно. А как насчет динамических растяжек? Динамические растяжки — это активные движения, разогревающие мышцы. Значит, они отличаются от статических растяжек. Да, статические растяжки подразумевают удержание положения, а динамические — движения. Понимаю. Приятно знать разницу. Абсолютно. Включение и того, и другого в программу разминки поможет предотвратить травмы. В этом есть смысл. Я обязательно попробую. Отлично. Перед тренировкой важно позаботиться о своем теле. Не могу не согласиться. Наше здоровье и благополучие всегда должны быть на первом месте. Урок 13. Занятия на свежем воздухе и снаряжение. Правда, они знают, какое снаряжение лучше всего подходит для различных видов активного отдыха. Это полезно. Иногда бывает сложно выбрать подходящее снаряжение. Абсолютно. Специалисты по наружному отдыху обладают знаниями и опытом, которые помогут нам. Я согласен. Они могут порекомендовать снаряжение в зависимости от наших потребностей и занятий, которые нам нравятся. Кроме того, они могут дать ценные советы по оборудованию для обеспечения безопасности. Это очень важно, особенно для таких занятий, как походы или скалолазание. Определенно. Надлежащее снаряжение и меры безопасности необходимы для успешной прогулки. Приятно знать, что мы можем положиться на их опыт. Абсолютно. Инвестиции в качественное снаряжение гарантируют вам лучшие впечатления от отдыха на свежем воздухе. Не могу не согласиться. Надежное и долговечное снаряжение того стоит. И это также добавляет удовольствия от занятия. Верно. Когда мы хорошо подготовлены, мы сможем полностью погрузиться в этот опыт. Урок 14. Новое хобби. Твое новое хобби звучит интригующе. Что это такое? Доброе утро.
Я занялся рисованием как хобби. Это замечательно. Тебе это нравилось? Абсолютно. Это отличный способ расслабиться и выразить свое творчество. Могу себе представить. Живопись может быть весьма терапевтической. Это действительно так. Мне нравится, как это позволяет мне раскрыть свое воображение. Это просто фантастика. У тебя есть любимый предмет для рисования? Мне больше всего нравится рисовать пейзажи и природные сцены. Природа может стать отличным источником вдохновения. Цвета и текстуры прекрасны. Да, мне приятно воссоздавать красоту мира природы на холсте. Понимаю, почему. Это должно быть увлекательное и полезное хобби. Безусловно, так оно и есть. Я рада, что открыла для себя эту страсть. Я рада за тебя. Хобби приносит радость и удовлетворение в нашу жизнь. Урок 15. Поиск пути. Легко ли его найти? Да, его нельзя пропустить. Приятно это слышать. Я не знаком с этим районом. Не волнуйтесь. Это выдающаяся достопримечательность. Это обнадеживает. Я не хочу заблудиться. Понимаю. Всегда лучше иметь четкие указания. Абсолютно. Я предпочитаю быть готовым и знать, куда я иду. Это экономит время и снижает стресс. Именно так. Я хочу максимально использовать наше время там. Я чувствую то же самое. Уверена, мы отлично проведем время. Жду этого с нетерпением. Спасибо, что руководите мной. В любое время. Я с радостью помогу. Я благодарна за это. Давайте вместе насладимся нашим приключением. Урок 16. Выпечка хлеба с нуля. Я думала попробовать свои силы в выпечке хлеба с нуля. Звучит как отличная идея. Домашний хлеб очень вкусный и полезный в приготовлении. Я слышал, что процесс может быть немного сложным. У вас есть какие-нибудь советы? Начните с простого рецепта и внимательно следуйте ему. Точно измерите ингредиенты. Должен ли я использовать универсальную муку или хлебную муку? Хлебная мука идеально подходит для приготовления хлеба, поскольку в ней больше белка, что помогает улучшить структуру. Понимаю. Как насчет дрожжей? Можно ли использовать растворимые дрожжи вместо активных сухих дрожжей? Да, вы можете заменить растворимые дрожжи активными сухими дрожжами. Просто следуйте инструкциям для конкретного типа дрожжей, которые вы используете. Сколько времени обычно требуется, чтобы хлеб поднялся? Это зависит от рецепта, но в среднем первое повышение может занять 1-2 часа, а второе повышение может занять от 30 минут до 1 часа. Есть ли определенная температура, к которой я должен стремиться при выпечке хлеба? Для большинства рецептов хлеба требуется предварительно разогретая духовка при температуре около 400-450 градусов F 200-230 градусов С. Для достижения наилучших результатов следуйте инструкциям в рецепте. Мне не терпится его попробовать.
Надеюсь, все получится. Уверена, что так и будет. Просто не забудьте набраться терпения и получить удовольствие от процесса. Выпечка хлеба может быть увлекательным и приятным занятием. Спасибо за поддержку. Я попробую и расскажу вам, как все идет. Мне не терпится узнать о вашем приключении в сфере выпечки. Удачи! Урок 17. Аппетитная выпечка. Урок Сегодня я 17. наткнулся на Аппетитная пекарню, выпечка. и там была потрясающая выпечка. А могу себе представить. Выпечка часто доставляет удовольствие глазам и вкусовым рецепторам. Вы когда-нибудь пробовали готовить выпечку дома? Да, у меня есть. На это уходит немного времени, но результаты того стоят. Какая твоя любимая выпечка? Мне нравится готовить круассаны. Процесс ламинирования теста и формирования слоев просто завораживает. Звучит сложно. Есть ли более простая выпечка, которую вы бы порекомендовали новичкам? Если вы только начинаете, попробуйте приготовить слоеное тесто. Оно универсально и может использоваться в различных сладких и соленых рецептах. Есть ли у вас какие-либо советы по достижению слоеной текстуры выпечки? Очень важно сохранять масло и тесто холодными на протяжении всего процесса. Холодное масло, когда оно тает в духовке, образует пар, в результате чего образуются слоистые слои. Как сделать так, чтобы выпечка не стала слишком жирной? Обязательно используйте высококачественное сливочное масло и следуйте инструкциям рецепта по соотношению масла и теста. Правильное складывание и охлаждение также помогают предотвратить появление жирности. У меня возникает соблазн попробовать приготовить выпечку. Кажется, это интересный и вкусный проект. Это определенно так. Экспериментировать с разными вкусами и начинками может быть очень весело. Наслаждайтесь процессом и наслаждайтесь вкусными результатами. Спасибо за совет. Я соберу ингредиенты и попробую. Приятно это слышать. Уверена, вы приготовите фантастическую выпечку. Удачи! Урок 18. Утренняя зарядка. У вас есть утренняя зарядка? Да, верю. Я занимаюсь йогой и хожу на пробежку, чтобы начать свой день. Йога звучит интересно. Какие базовые позы йоги может попробовать новичок? Вы можете начать с таких поз, как поза горы, поза собаки, обращенная вниз, и поза ребенка. Они помогают улучшить осанку и гибкость. Обязательно ли иметь коврик для занятий йогой? Хотя коврик для йоги обеспечивает амортизацию и устойчивость, это не обязательно, особенно для простых поз. Подойдет и нескользящая поверхность, например, ковер. Как долго обычно должен длиться сеанс йоги? Каковы преимущества утренней пробежки? Утренние пробежки помогают улучшить сердечно-сосудистую систему, улучшить настроение и повысить уровень энергии в течение дня. Есть ли конкретная продолжительность или расстояние, к которому я должен стремиться во время бега трусцой? Начните с удобного темпа и постепенно увеличивайте продолжительность или расстояние с течением времени.
Прислушивайтесь к своему телу и избегайте перенапряжения. Теперь у меня есть мотивация начать утреннюю зарядку. Похоже, это здоровый способ начать день. Приятно это слышать. Главное — это постоянство, поэтому постарайтесь сделать это привычкой. Не забывайте правильно разогреваться и охлаждаться, чтобы предотвратить травмы. Спасибо за совет. Я включу ИГУ и бег трусцой в свой утренний распорядок дня. Добро пожаловать! Уверена, вам понравятся преимущества регулярных физических упражнений. Удачной тренировки! Урок 19. Сравнение цен. Да, они экономят деньги. Сравниваете ли вы цены перед покупкой? Совершенно верно. Сравнение цен помогает мне принимать обоснованные решения и получать наилучшее соотношение цены и качества. Каковы способы эффективного сравнения цен? Один из способов проверить цены в разных магазинах или интернет-магазинах. Для удобства вы также можете использовать веб-сайты или приложения для сравнения цен. Есть ли какие-либо конкретные факторы, которые следует учитывать при сравнении цен? Помимо самой цены, учитывайте такие факторы, как стоимость доставки, правила возврата и отзывы о товарах. Это может повлиять на вашу общую удовлетворенность покупкой. Как вы гарантируете качество продукта при сравнении цен? Чтение обзоров и оценок продуктов может дать вам представление о качестве. Кроме того, обратите внимание на известные бренды или проверьте, соответствует ли продукт определенным стандартам или сертификатам. Стоит ли ждать распродаж или скидок перед покупкой? Это зависит от срочности покупки и потенциальной экономии. Если товар необходим, а скидка значительна, возможно, стоит подождать. Есть ли товары, где сравнение цен особенно важно? Да, сравнение цен на дорогостоящие товары, такие как электроника или бытовая техника, поможет вам сэкономить значительную сумму денег. Я начну сравнивать цены перед покупками. Кажется, это разумный способ убедиться, что я получу лучшие предложения. Это мудрое решение. Проведя небольшое исследование и сравнение, вы сможете заработать больше денег. Приятных покупок! Урок 20. Любовь к кулинарии. Эй, тебе нравится готовить? Да, мне нравится. Кулинария позволяет мне проявлять творческий подход и экспериментировать со вкусами. Отлично. Что тебе больше всего нравится готовить? Мне нравится готовить блюда разных кухонь, но я особенно люблю итальянские и азиатские блюда. Есть ли какие-либо конкретные ингредиенты или вкусы, с которыми вам нравится работать? Мне нравится использовать свежие травы, такие как базилик, кинза и розмарин, для придания своим блюдам ярких ароматов. Мои любимые специи, такие как тмин и куркума. Есть ли у вас любимые кулинарные техники? Мне нравится готовить на гриле и тушить, потому что они раскрывают натуральный вкус и текстуру ингредиентов. Есть ли какие-нибудь советы по приготовлению пищи, которыми вы можете поделиться с таким новичком, как я? Начните с простых рецептов и постепенно попробуйте более сложные. Внимательно следуйте рецепту и не бойтесь экспериментировать и вносить коррективы в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями. Есть ли у вас источники для поиска новых рецептов?
Я часто просматриваю кулинарные веб-сайты, смотрю кулинарные шоу и слежу за кулинарными блогерами в поисках вдохновения. Кулинарные книги также являются отличным ресурсом. Мне не терпится исследовать мир кулинарии. Похоже, это полезное и вкусное хобби. Это действительно так. Получайте удовольствие от процесса и насладитесь плодами своего труда. Приготовление пищи может стать прекрасным способом выразить свои творческие способности и поделиться радостью с помощью еды. Спасибо, что поделились своей страстью к кулинарии. Не могу дождаться начала. Добро пожаловать! Уверена, вы откроете для себя совершенно новый мир вкусов и почувствуете радость на кухне. Приятного приготовления! Урок 21. Управление рыночной конкуренцией. Рыночная конкуренция – это главный риск, с которым нам необходимо бороться. Я согласен. Очень важно иметь план. Мы должны проанализировать наших конкурентов и определить их сильные и слабые стороны. Таким образом, мы сможем определить наше конкурентное преимущество. Да, и нам необходимо постоянно отслеживать рыночные тенденции и предпочтения потребителей. Абсолютно. Постоянное обновление поможет нам адаптироваться и опередить конкурентов. Мы также должны сосредоточиться на улучшении качества нашей продукции и обслуживания клиентов. Это очень важно для удовлетворенности и лояльности клиентов. Кроме того, мы можем изучить инновационные маркетинговые стратегии, чтобы выделиться на фоне конкурентов. Да, креативный и целевой маркетинг поможет нам выделиться на рынке. Наконец, мы должны регулярно пересматривать нашу ценовую стратегию для обеспечения конкурентоспособности. Согласен. Нам необходимо предлагать ценность, сохраняя при этом прибыльность. Урок 22. Просмотр и корректировка чисел. Кажется, это справедливо. Мы можем проверить цифры и при необходимости внести коррективы. Определенно. Регулярная оценка поможет нам не сбиться с пути. Нам следует сравнить наши фактические результаты с прогнозируемыми. Таким образом, мы можем выявить любые пробелы и принять меры по их устранению. Важно проанализировать причины любых отклонений. Да, понимание причин поможет нам принимать обоснованные решения. Затем мы можем внести необходимые коррективы в нашу стратегию и операции. Таким образом, мы сможем обеспечить достижение и реалистичность наших целей. Кроме того, мы должны регулярно общаться и взаимодействовать с заинтересованными сторонами. Их информирование будет способствовать прозрачности и доверию. Вместе мы можем работать над эффективным достижением наших целей. Урок 23. Гарантия наличия свободных мест. Рекомендуется зарезервировать место, чтобы гарантировать наличие свободных мест. Я согласен. Лучше обеспечить себе место заранее. Забронировав номер, мы сможем избежать разочарований в последнюю минуту. Да, особенно в часы пик или во время популярных мероприятий. Мы можем проверить наличие свободных мест и забронировать номер онлайн. Таким образом, мы сможем зарезервировать место. Кроме того, некоторые заведения предлагают приоритетный доступ для зарезервированных мест. Это большое преимущество, особенно для многолюдных мероприятий. Всегда лучше планировать заранее и обеспечить себе место.
Урок 24. Изучение различных видов деятельности. Конечно, но я также хочу попробовать йогу для повышения гибкости. Отличная идея. Йога может улучшить как физическое, так и психическое благополучие. Я слышала, что он эффективен для снятия стресса и улучшения осанки. Да, это может помочь расслабиться и выровнять тело. Думаю, это дополнит наш существующий режим тренировок. Определенно. Это может обеспечить сбалансированный подход к фитнесу. Давайте найдем авторитетную студию йоги и попробуем. Похоже на план. Мы можем изучить разные классы и инструкторов. Мне не терпится увидеть, как это может улучшить наш общий уровень физической подготовки. Урок 25. Незабываемые впечатления от путешествий. Это было невероятно. Пляжи были потрясающими, а люди были очень дружелюбны. Я рада, что вы отлично провели время. Расскажите мне подробнее о своей поездке. На пляжах была кристально чистая вода и мягкий белый песок. Похоже, это идеальное место для отдыха и развлечений.